Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим блины по старинному рецепту. Такие блины получаются очень вкусными и румяными. Равнодушных к таким блинам не останется. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала замесим тесто для блинов. В миску наливаем 750 мл теплого молока. Всего понадобится 1 литр молока. Сюда же крошим 15 грамм спиртовых дрожжей. Насыпаем 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Все перемешиваем до растворения сахара и дрожжей. Если вы любите сладкие блины, то количество сахара можете увеличить в 2 раза. Все растворилось, сюда же насыпаем 100 грамм манной крупы. Перемешиваем, чтобы не было комочков, и опять добавляем 500 грамм муки. Тесто опять перемешиваем до однородности. Миску накрываем пищевой пленкой и ставим подходить тесто в теплое место. Я ставлю в духовку, включенную на температуру примерно 25-30 градусов. Тесто оставляем примерно на 1-2 часа. Тесто уже подошло. Разбиваем в него 4 яйца по одному, каждый раз перемешивая тесто. Я перемешиваю тесто миксером на самых низких оборотах. Если у миксера нет низких оборотов, тогда тесто нужно перемешивать венчиком вручную. Также у меня на канале есть и другие вкусные рецепты блинов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сюда же в тесто наливаем 50 мл рафинированного растительного масла и опять перемешиваем. В самом конце наливаем оставшиеся 250 мл хорошо теплого молока. Все еще раз перемешиваем. Тесто снова накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на 20-30 минут. После расстойки получается вот такое жидкое блинное тесто. Перед первым блином уже разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом. Дальше сковороду смазывать не нужно, так как в тесте уже есть растительное масло. На сковороду выливаем 1 половник теста и равномерно распределяем его по сковороде. Диаметр моей сковороды 24 см. Выпекаем блины на огне ниже среднего. Когда блин поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Готовый блин снимаем со сковороды. Таким методом печем все блины. Из этого количества теста у меня получилось 16 блинов. Блины на дрожжах по этому рецепту получаются очень вкусными и пышными. Их можно подавать с вареньем, джемом или медом. Приготовьте такие блины, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт таких блинов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.